В наши дни спортивная индустрия развлечений, шоу-бизнес и компьютерные технологии развиваются просто невероятными темпами. На стыке таких разных, на первый взгляд, составляющих современной культуры появилось новое, ультрамодное и необычайно перспективное явление – киберспорт. Вы наверняка слышали об баснословных гонорарах подростков, которые просто играют в игрушки, о многомиллионных спонсорских и инвестиционных контрактах, о турнирах по компьютерным играм на огромных аренах и стадионах, где обычно все привыкли видеть концерты известных музыкальных исполнителей и масштабные спортивные соревнования. Алан Енилеев, киберспортсмен, чемпион мира. Здравствуйте, я Алан Енилеев. Давайте попробуем разобраться, почему популярность киберспорта растет в геометрической прогрессии. Откуда в нем такие деньги? Чем жертвуют и что приобретают профессиональные игроки? Что же вообще из себя представляет это загадочное понятие – киберспорт? И самое главное, почему за ним будущее? Если обратиться к Википедии, то мы узнаем, что киберспорт – это игровые соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание. Звучит непонятно, правда? Соревнования внутри компьютерной игры. Больше похоже на сюжет фантастического фильма. Но где же заканчивается фантастика и начинается реальность? Где заканчивается игра и начинается спорт? Такой вопрос справедлив для любого игрового вида спорта. Футбол, к примеру, или шахматы. Можно играть для удовольствия, а можно поставить часы и придерживаться четких регламентов. Тогда игра превращается в соревнование. Киберспортивные соревнования имеют четкие отличия от так называемых казуальных компьютерных игр. Первое. Не каждая игра подходит для киберспорта. Ее математическая модель должна быть свободна от случайных событий, все участники соревнования должны быть в одинаковых условиях. Правила игры должны стимулировать состязание. Есть очень популярные компьютерные игры – Minecraft или GTA, но они не имеют отношения к киберспортивным играм, так как для них нет определенных правил, на основании которых в разумный период времени можно было бы выявить победителя. Второе принципиальное отличие – состязание происходит между спортсменами, людьми. Роль компьютера сводится к созданию некого пространства, арены, на которой происходит соревнование. Спортсмены в рамках соревнования поставлены в одинаковые условия. Крупные турниры проводятся в формате LAN – Local Area Network, где участникам предоставляются совершенно одинаковые компьютеры и программное обеспечение. Из собственного оборудования спортсмен может использовать только компьютерную мышь и клавиатуру. Компьютерная игра в киберспорте определяет лишь правила, одинаковые для всех. Далее победа в состязании зависит от мастерства и умения спортсмена и его команды. Не каждая игра может быть ареной киберспортивных соревнований. Киберспортивные игры делятся на несколько дисциплин, которые включают в себя несколько категорий. First Person Shooter – FPS. Стрелялка от первого лица, симуляция ведения боя между группами, командами игроков. При этом одна команда выполняет задание, другая ей препятствует. Наиболее известные дисциплины этой категории – Counter-Strike Global Offensive и Call of Duty. Real-Time Strategy – RTS. Стратегия в реальном времени. В игре происходит сражение между армиями игроков при одновременном развитии сторон, постройка базы, наем армии и добыча ресурсов. Цель игры – разгромить армию противника. Это дисциплины StarCraft 2 и Warcraft 3. Multiplayer Online Battle Arena – MOBA. Буквально многопользовательская онлайновая боевая арена. Суть игры заключается в командных поединках 5 на 5 человек. В них каждый игрок управляет одним героем, развивает его для выполнения общей цели – пробиться на вражескую базу и уничтожить ее. Примерами этих дисциплин служат Dota 2 и League of Legends. Игры-симуляторы. Бывает множество типов – авиа, авто, танковые. Суть в управлении мирной и военной техникой. Яркие представители в разрезе киберспорта – World of Tanks и War of Warships. Спортивные игры – футбол, хоккей, баскетбол, серии FIFA, NBA, NHL. Без преувеличений популярность огромная. По данным американского аналитического агентства SuperData Research, число игроков и болельщиков киберспорта в мире превышает 143 миллиона человек. К примеру, в Dota 2 играет свыше 40 миллионов человек во всем мире. Игру World of Tanks, детище белорусской компании Wargaming, скачали на свои компьютеры свыше 72 миллионов пользователей. За сутки по всему миру в League of Legends играет свыше 27 миллионов.
На игровой платформе компании Valve зарегистрировано свыше 75 миллионов пользователей. 2 ноября свыше 9 миллионов человек одновременно использовали игровой ресурс. Если говорить о географии, то компьютерный спорт получил официальное признание в Китае, Южной Корее, Монголии, Вьетнаме, Тайване, Мальдивах, Египте, Иране, Арабских Эмиратах, в ЮАР, Намибии, Грузии, Казахстане, Азербайджане, Таджикистане. Более чем в 50 странах существуют национальные организации компьютерного спорта, 43 из них состоят в Международной федерации компьютерного спорта. Киберспорт в современном мире – это целая индустрия. В ее основе создатели и разработчики игр, такие компании как Blizzard, Riot, Valve, Wargaming и другие. Именно они создают игры, по которым проводятся состязания. Организуют соревнования киберспортивные лиги, например, ESL, eSports League, Лига eSport, так называют киберспорт на Западе, и Major League Gaming, главная игровая лига, которые собирают киберспортивные команды на турниры. Далее в работу включаются студии, которые комментируют состязания и создают так называемый тематический контент, интервью с игроками команд, документальные фильмы, обучающие гайды для новичков. И, конечно, контент нужно показать. Здесь на помощь приходят видеостриминговые каналы Twitch, Azubu, а повторно посмотреть видеоматериалы можно на YouTube. Да, еще нужно упомянуть организации, создающие форму для команд и сувенирную продукцию для их многомиллионных армий болельщиков. Как и в традиционных видах спорта, команды и игроки занимают основное место. В мире существует тысячи команд в различных киберспортивных дисциплинах. И приятно отметить, что в России также существуют киберспортивные команды, причем одна из них – команда Virtus.pro мирового уровня. 15 игроков в 3 игровых дисциплинах – Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Heroes of the Storm. За 12-летнюю историю команды завоевали 106 золотых медалей, 93 серебряных и 81 бронзовую. На Virtus.pro равняются молодые российские команды – Vega Squadron, Team Empire. Им есть с кого брать пример. Бытует мнение, что киберспортсмены – это субтильные подростки, часами сидящие за компьютером и ничем не интересующиеся, кроме игр. Так кто же они, талантливые киберспортсмены, и как они попадают в киберспорт? Зачастую киберспортсмен вообще не интересуется компьютерными играми, за исключением своей дисциплины. Киберспортсмен сегодня – это успешный молодой человек, увлекающийся традиционными видами спорта, пользующийся успехом у девушек. Дисциплина киберспорта развивает не только скорость реакции, а она действительно впечатляет. 130 миллисекунд по сравнению с 200 миллисекундами обычного человека. Такая реакция дает киберспортсмену возможность сделать около 300 осознанных нажатий на клавиатуру в минуту. Насколько она хороша? Тренированный киберспортсмен способен отреагировать на поставленный удар профессионального боксера или среагировать на подачу Серены Уильямс. Обыкновенному человеку это практически недоступно. Кроме развития реакции, киберспорт вырабатывает привычку принятия оптимального в игровой ситуации решения. И в этом аспекте некоторые игры можно сравнить с быстрыми шахматами. Посмотрите на фотографии ведущих киберспортсменов мира, чтобы вы могли убедиться, они современные гармоничные люди. Кроме того, киберспорт дает возможность молодым людям найти новых друзей, реализовать себя в жизни, выиграть солидные денежные призы, а также стать настоящей суперзвездой. Как и в любом традиционном виде спорта, успешные команды и игроки являются примером для подражания, обладающим определенным числом болельщиков – фан-базы. Среднее число болельщиков киберспортивного клуба в североамериканском регионе около 500 тысяч, в Азии более 1 миллиона. Среднее число подписчиков в социальной сети Facebook среди популярных игроков в киберспортивных дисциплинах Counter-Strike Global Offensive и Dota 2 составляет 200 тысяч человек, что вполне соизмеримо со звездами НБА и НХЛ. Но из этой статистики есть приятное исключение. Так, представитель команды Virtus.pro Ярослав Ярзапковский имеет фан-базу размером более чем 600 тысяч человек. Это сравнимо с числом поклонников российского фигуриста Евгения Плющенко – 616 тысяч человек. Конечно, путь к известности и славе нелегок и не быстр. Как и в традиционном спорте, требуется несколько лет ежедневных упорных тренировок, прежде чем игрок становится профессиональным киберспортсменом и сможет претендовать на участие в команде.
При этом не приходится жертвовать жизнью для достижения успеха. Скорее приходится структурировать жизнь, вносить в нее элементы организованности. Действительно, продолжительность тренировок должна составлять 3-4 часа в день. Это, конечно, много, но примерно столько же тренируются футболисты. Другие виды спорта также требуют продолжительных тренировок, но в отличие от них киберспорт имеет ряд преимуществ. Он стимулирует изучение английского языка для понимания игровой терминологии и правил. При правильной организации занятия киберспортом хорошо сочетаются с традиционным учебным процессом. Киберспорт не травматичен, вероятность получения травмы на киберспортивном турнире нулевая. Киберспорт не вводит человека в агрессивное состояние, как игрока, так и болельщиков. Более чем за 15-летнюю практику турниров не было зафиксировано ни одного случая драки между игроками или болельщиками. И также немаловажно, к концу спортивной карьеры здоровье киберспортсменов в порядке, чего не скажешь о здоровье традиционных спортсменов. Среди современной молодежи вопрос профессионального отношения к киберспорту стоит очень актуально. Для многих это альтернатива рабочей неделе в офисе продолжительностью в 41 час. При этом они занимаются действительно любимым делом. Выход на профессиональный уровень позволяет спортсмену не просто посвящать себя любимому занятию, но дает возможность получать за это заработную плату и, конечно, выиграть огромные призовые. В течение нескольких лет призовые фонды турнира The International выросли с 1 миллиона 600 тысяч до 18 миллионов 400 тысяч долларов. Одним из победителей The International 5 стал 15-летний пакистанец Сумаил Хасан, заработавший в турнире 1 миллион 280 тысяч долларов, что для рядового жителя данного региона является чем-то несбыточным. В интервью каналу ESPN Хасан рассказал, что собирается приобрести себе Lamborghini. Хорошие планы для мальчика его возраста. Общий размер призовых фондов киберспортивных дисциплин в 2015 году составит около 42 миллионов долларов. Для сравнения, призовой фонд Уимблдона составил порядка 40 миллионов долларов. Впечатляющие суммы, не правда ли? Наверняка вам интересно узнать, откуда в киберспорте такие огромные деньги. Индустрия киберспорта, как и традиционный спорт, сейчас становится ярким красочным шоу, которое привлекает многомиллионную армию молодежи. Поэтому медийный бизнес просто не может оставаться в стороне. В течение последнего года серьезные деловые издания пристально следят за событиями киберспортивного мира. Финал турнира The International 5 одновременно смотрели более 4 миллионов 600 тысяч болельщиков. Бизнесу интересен контакт с молодежной аудиторией, и это объясняет активности в этой сфере. Популярный сервис трансляций для геймеров Twitch TV был выкуплен компанией Amazon.com за 970 миллионов долларов. Шведский медиахолдинг Modern Time Group приобрел 74% акций электронной спортивной лиги ESL за 86 миллионов долларов. Компания Sapinda Group инвестировала 34,5 миллиона долларов в видеостриминговый сайт Azubu. USM Holdings Алишера Усманова инвестирует более 100 миллионов долларов в развитие группы компаний Virtus.pro. На крупнейших телеканалах CNN, BBC, ESPN появились трансляции крупнейших чемпионатов по основным дисциплинам, а само слово «киберспорт» стало все чаще употребляться в мировых СМИ, обозначая глобальную индустрию. Давайте пофантазируем, в каких именно направлениях может развиваться киберспорт в ближайшем будущем. Прежде всего, возрастет глобализация киберспорта благодаря его доступности. Для участия нужен лишь компьютер и интернет, то, без чего современный человек себя уже не представляет. Киберспорт не признает государственных границ. В одной комнате играют игроки разных национальностей и стран. В нем нет ограничений по возрасту, физическому состоянию, вероисповеданию. Он с легкостью ломает все языковые барьеры. Политическая ситуация, времена года и погодные условия не являются преградой. Поэтому можно смело говорить, что в будущем киберспорт станет сверхглобальной индустрией. Эксперты оценивают рынок индустрии в 612 миллионов долларов, и он растет от года к году на десятки процентов. В прошлом году финал The International смотрели 2 миллиона болельщиков. В этом уже 4 миллиона 600 тысяч. В следующий год запланировано превысить цифру 10 миллионов. Ни один вид спорта сейчас не в состоянии похвастать такой динамикой. Производители игр также не стоят в стороне. Мы ожидаем появления новых игровых дисциплин: Overwatch от Blizzard, World of Warships от Wargaming. Новые игры найдут свою аудиторию и пополнят ряды любителей киберспорта.
Уже сейчас можно сделать однозначный вывод, что киберспорт – это не просто игры на компьютерах и соревнования между кучкой энтузиастов. Это современный мир цифровых развлечений, находящийся на стыке традиционного спорта, компьютерной и медийной индустрии. Каким будет этот мир? Как быстро он будет развиваться и что он даст для гармоничного развития человека? Все это зависит только от наших усилий сейчас.